Hogwarts Legacy – одиночное РПГ в открытом мире, которое позволит фанатам вновь окунуться в мир Гарри Поттера. Нам предстоит взять на себя роль волшебника, который окажется в самом эпицентре событий 19 века. Анонсирована она была во время последнего выпуска PlayStation Showcase, но утечки были давно. Как геймплейный трейлер, так и подробности о самой игре. В этом видео я расскажу о том, что известно официально, а это немного, что было слито инсайдерами, возможно, чуть побольше, и расскажу о собственных опасениях в отношении этой игры. Итак, что нам обещают официально? Множество знакомых и новых локаций, фантастические твари, возможность кастомизации персонажа, а также варка зелий, прокачка заклинаний и умений прилагаются. Играем мы за студента, в руках которого ключ к некой древней тайне, которая по законам жанра может погрузить мир во тьму, ну или проще стать причиной раскола в мире волшебников. История проста как мир. Мы получаем приглашение стать студентом Хогвартса на 5-м курсе и вскоре узнаем, что являемся избранным. Нам очень легко дается древняя магия. Только нам решать, сохранять ли это в тайне или же поддаться искушению. Заявленные платформы. Консоли PlayStation Plus Xbox и ПК. Выйдет игра в 2021 году. А теперь перейдем к инсайдерской информации. И, кстати, кое-какая как раз-таки была подтверждена трейлером. Игра могла называться Hogwarts A Dark Legacy. Ну, в принципе, название изменилось не сильно. Чуть подробнее о кастомизации персонажа. Возможности не то чтобы безграничны, но модели выглядят неплохо, и нам дадут выбрать пол, а также чистоту крови. Мы студент 5-го курса, который перевелся в Хогвартс из другой магической школы, и причина перевода вроде как сыграет свою роль в сюжете. Нам предстоит пройти путь до самого выпуска, а также, возможно, годик побывать в шкуре Аврора. Факультет определяется в зависимости от выборов, которые сделаны во время создания персонажа. У каждого из 4 факультетов уникальная сюжетная канва. К антагонистам нам примкнуть не дадут при любом раскладе, но вот быть ли белыми и пушистыми или нет, решать нам. По слухам, наши выборы могут привести к смерти важных для повествования персонажей. У нашего героя будет определена фамилия, по которой все и будут его звать. В игре появятся знакомые персонажи, и это уже подтверждено, в заявлении разработчиков был упомянут почти безголовый ник. Древо навыков. Все как обычно. Несколько ветвлений, в которые можно вкладывать очки, и умения, которые открываются по мере продвижения по ветке. Говорят об умении ненадолго замедлить ход времени во время битвы или недолго управлять монстрами. Также ведется учет плохих и хороших решений. Уклон в сторону тьмы позволяет изучать более мощные заклинания, но при этом не непростительные. Также будут учебные задания с головоломками, во время которых можно заработать бонусы для персонажа. Над историей и боевой системой продолжают работать, так что подробностей мало, но известно, что в схватках будут важны тайминги и тактика. Не получится просто закликать врага насмерть. Побороться предстоит как со зданиями, так и с волшебниками. Последних, например, можно будет вызвать на дуэль. Если вы не движетесь по сюжету, то вместо загрузки последнего сохранения вас отправят в лазарет, где вы очнетесь с временными негативными эффектами. Видимо, речь идет о неудачных дуэлях. В игре используется переработанная система Немезида из Теней Мордора. В частности, враги будут подобраны лично для вас. Главгад тоже. Реплики, естественно, будут записаны теми же актерами, но характер злодея вроде как будет разным. В зависимости от наших выборов ему можно будет дать под зад, убить или даже сделать своим союзником. В игре будет простор для исследования. 4 огромных и тщательно проработанных зоны, наполненные персонажами, возможностями взаимодействий, тайнами и заданиями. Пока известно только 3 – это Хогвартс, Хогсмит и Министерство магии. Большая часть игры будет проходить в школе, но нас ожидают и сюрпризы. Но концовка игры развернется в Лондоне, когда мы уже будем работать на Министерство. Игра не будет детской и не будет такой уж дружелюбной к игроку. Она для того поколения фанатов, которое застало выход книг и успела повзрослеть. Вполне может быть, что игра получит рейтинг 13+, или даже 17+. Над первым смеяться не стоит. В зарубежной системе рейтингов это значит, что в игре может быть показано насилие, неоднозначные темы, юмор на грани фола, кровь, а также может присутствовать мат. Квиддичу в игре быть, и он хорошо проработан. Мы сможем поиграть в него на каждом курсе. Также присутствуют очки факультетов и внезапно некая карточная игра. По слухам, она не менее проработана, чем Гвинт. В какой-то момент игры нам дадут поиграть за другого персонажа. Инсайдер склоняется к тому, что речь шла о главном антагонисте, но точно он не знает. Это всего на пару заданий, но без сюрпризов не обойдется. Задания Аврората вдохновлены Лануаром.
У нас будет возможность завязать романтические отношения, вплоть до свадьбы в конце игры. Также у нас будут компаньоны, которых можно будет брать на какие-то задания. Выход игры ожидается во второй половине 2021 года. Сливы выглядят очень интересно, но, сами знаете, относиться к ним всегда надо с долей скепсиса. Как минимум потому, что многое в процессе разработки может поменяться, а как максимум потому, что все может оказаться выдумкой. Среди упомянутых мной сливов были как пункты, которые уже подтверждены трейлером и словами разработчиков, так и те, которые не подтвердились. Например, было сказано, что события внезапно будут происходить уже после событий Гарри Поттера, а, как мы уже знаем, это не так. Ну и я пройдусь по парочке пунктов, которые меня особенно смущают, а заодно выскажу свои опасения в целом. Итак, заявлено. Факультет определяется в зависимости от выборов. Ну, мягко говоря, выглядит не очень правдоподобно. Все мы прекрасно знаем, как работает такая система в большинстве игр. Да и, в общем-то, за примерами далеко ходить не надо. В той же Hogwarts Mystery от выбора факультета меняется лишь то, какие персонажи будут на вас косо смотреть. Вы на Слизерине? Ну, готовьтесь отхватывать от МакГонагал. Любой другой факультет? Ну, от Снейпа. Набор друзей и врагов один и тот же, а различия есть лишь в паре моментов, типа «мне надо попасть в гостиную того-то факультета по квесту, но на нас надвигается МакГонагал». И если вы, например, слизеринец, вашей лжи никто не поверит. Если гриффиндорец, поверят сразу. Оставшиеся два факультета довольствуются тем, что им поверили вроде как. Далее, в зависимости от наших выборов персонаж может быть как хорошим, так и плохим. Опять же, учитывая тенденцию последних лет, очень сложно верить в то, что обе линии будут одинаково хорошо проработаны. Чаще всего игра сама толкает вас к какому-то выбору, а вторая ветка прилеплена абы как, для виду, мол, выбор-то все-таки есть. Тем не менее, если абстрагироваться от лени разработчиков в последние годы, я могу и хочу поверить в то, что игра предложит нам настоящий выбор, и ее будет интересно пройти несколько раз, отыгрывая абсолютно разных персонажей. Когда-то такие игры делать умели, а учитывая, что анонс этого проекта несколько раз переносили, есть надежда, что над ним все это время усиленно работали. Впрочем, очень активно бурчащему во мне логику любопытно узнать, как же так наш герой должен определить наследие будущего, если чем все кончилось, нам давно известно. Мы встретим знакомых персонажей. Надеюсь, это ограничится лишь призраками и, возможно, представителями уже известных нам семей. Не надо никаких видений будущего, никаких богартов отсылок, как в Hogwarts Mystery, и фан-сервис в виде персонажей, которые точь-в-точь напоминают кого-то из книг Роулинг. Это забавно, когда случай единичный и не сделанный ради дешевой попытки порадовать фанатов. Так что нет, нет и нет, какая сука там что-то уронила сверху, а? Я действительно надеюсь, что эта игра рассчитана на уже выросшее поколение, и нас за дураков не считают, а значит подача будет продуманной и красивой. Итак, что по итогу? Игра выглядит очень амбициозно и по трейлеру, и по словам разработчиков, и по сливам. Если у нас на выходе будет продукт, сочетающий в себе хотя бы большую часть того, о чем я сказала в этом видео, разработчикам можно будет поставить памятник. Как за разработку столь масштабного мира, так и за то, что это сделано во вселенной любимой многими франшизе. А что думаете вы? Уже готовы сделать предзаказ или ждете больше подробностей, чтобы окончательно определиться? Пишите в комментарии. Мы, в свою очередь, обязательно будем следить за новостями. Ну, а пока подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики и обзоры, а также наблюдать, как скучно или упорото мы стримим. Следите за нашим ВК, чтобы быть в курсе новостей из жизни команды. Ну и, конечно, поглядывайте за нами в Стиме, чтобы оперативно получать стихотворные и не очень вердикты нашего собственного сочинения. Всем пока!